Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Роджер Клотти-младший, обретают под собой основания. Сообщения об этом шли со ссылкой на хорошо информированный портал американских ветеранов Veterans Today и подхватывались многими интернет-ресурсами. Однако на все запросы журналистов по поводу пленения на Украине американского генерала Пентагон до сих пор отвечает молчанием, что не вписывается в типичную для него картину поведения. Напрашивается единственный вывод: Пентагон молчит, потому что правда может превратиться в нежелательную для администрации США сенсацию и неминуемо вызовет вопрос. Вопрос первый. Когда генерал Клотти появился на Украине и в частности в Мариуполе? Если его приезд состоялся задолго до начала специальной военной операции СВО, то это прямо указывает на то, что подготовка наступления ВСУ велась под руководством военных США-НАТО и осуществлялась из подземелья Азовстали. Правда, военная реальность повернулась к натовцам неожиданной стороной. Вопрос второй. Сколько советников-офицеров НАТО числилось в команде генерала? Хорошо бы, чтобы в ответе на этот вопрос была перечислена специализация больших заокеанских братьев, наземные операции, действия ВВС, проведение диверсий, информационные операции и тому подобное. После этого претензии советников на получение коридора из Мариуполя должны быть отвергнуты. Эти военные участвовали в войне как представители НАТО и должны быть задержаны и допрошены. Они комбатанты, а это скандал. Положение должно быть рассмотрено и с международно-правовой точки зрения. Конечно, не для того, чтобы вывести НАТО на чистую воду и ожидать, что генеральный секретарь Альянса Столтенберг покраснеет. Должен быть зафиксирован факт одностороннего перевода Альянсом отношений с Российской Федерацией в стадию войны, что до сих пор тщательно скрывалось Брюсселем. И если этот факт станет неопровержимым, у России появляются основания для ответа. Например, для разрушительного ракетного удара по перегрузочному узлу в польском городе Жешув, через который массированно поступает западное оружие. Такой удар все расставит по своим местам. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Будет весьма любопытна и реакция на удар официальной Варшавы. Потребует ли она от Североатлантического блока вступить в войну на Украине, или всегдашний польский гонор скукожится до состояния на 17 сентября 1939 года? Конечно, в России есть силы, уклончиво именуемые партией мира, и скорее всего они попытаются замылить этот неудобный для НАТО эпизод. В таком же исходе заинтересованный Пентагон. С американской стороны пошла информация о том, что генерал Клотти умер 28 марта 2022 года. Однако русская поговорка «умер Максим», да и хрен с ним здесь не подойдет. История требует продолжения, поэтому есть надежда, что покойник оживет и даст показания.